Война в Иране, рост нефти, падение фондового рынка и новый мировой экономический кризис. Это те теги, которые в последнее время мы слышим все чаще и чаще. Несмотря на то, что на протяжении всего месяца Трамп всеми возможными способами пытается всех убедить, что война вот-вот закончится, концом здесь даже не пахнет. Наоборот, эскалация только усиливается с каждым днем. Америка продолжает стягивать войска на Ближний Восток, численность которых уже превысила 50 тысяч. И все в одном шаге от наземной операции. На самом деле особых проблем не было бы, если бы США с поддержкой Израиля просто воевали против Ирана, били по базам и запускали ракеты. Но есть один нюанс шириной всего 3 километра. Это часть Ормузского пролива, где проходят танкеры с нефтью. После начала войны в Иране он впервые в истории был полностью перекрыт и сейчас находится под контролем Тегерана. Дефицит нефти уже доходит до 10 миллионов баррелей в сутки, что усиливает рост черного золота и давит на рискованные активы, в том числе на крипту. Ставка Трампа, что война закончится в марте, не сыграла, и теперь под большим вопросом апрель, потому что те цели, которых хочет достичь Вашингтон переговорами, возможны только благодаря масштабной наземной операции, на которую в лучшем случае потребуется минимум 2 месяца, а то и больше. Но главная задача Трампа на апрель — это не ликвидировать очередного верховного лидера, а разблокировать Ормузский пролив любой ценой. Для этого он опубликовал новый ультиматум и написал, что если пролив не откроют, Вашингтон начнет равнять с землей военные базы, электростанции и остров Харк, а это по сути главная финансовая точка Ирана. И если пролив все-таки будет открыт в ближайшие пару недель, тезис о мировом энергетическом кризисе сойдет на нет. Поэтому сегодняшнее видео — это такой большой прогноз на апрель, где мы разберем, закончится ли война в Иране, что будет с нефтью, разблокируют ли пролив и какие важные экономические события нам стоит ждать в апреле. А уже ближе к концу ролика я покажу, как можно на всех этих событиях, новостях и отчетах торговать, чтобы сделать месяц прибыльным, потому что это все влияет на цену биткоина. Я проанализировал поведение рынка после публикации отчетов за последний год, и у меня есть готовый сценарий, который вы можете использовать для торговли уже сейчас. Так что смотрите видео до конца. Прямо сейчас обязательно поставьте лайк, это лучшая поддержка для меня и команды. Подписывайтесь на канал, напишите комментарий, например, сколько будет стоить биткоин в конце апреля, и возможно именно вы получите $10, как этот зритель с прошлого ролика. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, как я сказал в начале, сейчас главная проблема не в самой войне, а в том, что страдает от нее больше всего, и это нефть. Проблема с поставками нефти через пролив стала главной занозой для Трампа, что мы, собственно говоря, и видим по последним ультиматумам, которые он озвучил Ирану. Он написал: либо открывайте пролив, либо США уничтожают все иранские электростанции, нефтяные скважины, остров Харк и, возможно, все опреснительные установки. Такие угрозы и дедлайны до 6 апреля звучат неспроста, потому что время поджимает. Организация МЭА 11 марта согласовала крупнейший в истории выпуск стратегических резервов 400 миллионов баррелей. Но сам Ормуз в нормальном режиме пропускает около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а другие маршруты через трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ могут заменить лишь примерно 3,5-5,5 миллионов баррелей в день. Кстати, как всегда, свежие заявления Трампа, их влияние на рынок и всю последнюю важную информацию я со своей командой редакторов публикую у себя в телеграм-канале. Все актуальные новости выкладываются сперва именно там, поэтому, чтобы быть в курсе происходящего и, что самое главное, знать, как на это можно зарабатывать, потому что в телеграм я делюсь своей аналитикой рынка, обязательно подпишитесь. Если считать грубо, 400 миллионов баррелей — это около 20 дней нормального потока через Ормуз. Даже если рынок теряет не все 20 миллионов, а около 10-12 миллионов баррелей в день, о чем уже пишут агентства и аналитики, это все равно не история на месяцы. Это история буквально на несколько недель. Поэтому разговоры про середину апреля выглядят вполне логично. Ведь эти резервы — это не решение проблемы, а просто покупка времени. Теперь главный вопрос: как именно Трамп будет этого добиваться? Имеется в виду открытие Ормузского пролива. Я думаю, у него здесь 4 варианта, и он будет их использовать одновременно. Первый — это ультиматум и жесткая дипломатия. Открыть пролив или получить новый раунд ударов. Второй вариант – это военное давление на экспортную инфраструктуру Ирана, чтобы цена продолжения кризиса для Тегерана стала слишком высокой. Третий вариант – попытка вернуть прохождение кораблей хотя бы в частичном режиме через американское или многонациональное сопровождение танкеров. Об этом уже открыто говорит команда Трампа. Например, Минфин Бессент. Кстати, послушайте. Со временем США вернут себе контроль над проливами, и там будет обеспечена свобода судоходства, будь то силами американского сопровождения или же многонационального
этого конвоя. И четвертый вариант – это работа через союзников. G7, MEA, новые выпуски резервов, попытка не допустить паники и удержать рынок, пока идет давление на Иран. То есть у Трампа вариантов не так уж и много. Либо Иран сам открывает пролив, либо США делают так, чтобы дальнейшая блокада стала для него слишком дорогой. Но, наверное, в 90% случаев это возможно именно через военное давление. Ведь давайте откровенно, верхушка Ирана – это радикально настроенные люди, которые готовы воевать годами. Да, не с такой мощностью, как США, но самое главное, что они могут терпеть кризис, им плевать на свою валюту, главное, чтобы только продавалась нефть, большая часть из которой идет в Китай. Соответственно, успешные переговоры, или, как говорит Трамп, сделка, возможно только под сильным военным давлением. Чистая дипломатия с ними не работает, они не бизнесмены, как Трамп, и Вашингтон должен это понимать. За счет чего говорить, что война может закончиться в апреле, пока еще рано, ведь только наземная операция может занять несколько месяцев. Единственное, как можно будет исправить ситуацию, это открыть Ормузский пролив и взять его под контроль. И даже если военные действия будут продолжаться, танкеры, хоть и с высоким риском, но все же более активно смогут возобновить экспорт нефти по всему миру. И, наверное, этого момента больше всех ждет именно Китай. Но цена такого решения тоже огромная. Во-первых, это риск втянуть США еще глубже в войну. Сейчас есть много информации о новых перебросах войск, а любая попытка силой открыть Ормуз повышает шанс ударов уже не только по Ирану, но и по объектам соседей в Персидском заливе. Во-вторых, это удар по военной политике Трампа, потому что чем дольше нефть держится высокой, тем выше бензин и тем сильнее давление на инфляцию. Джером Паул уже назвал происходящее новым энергетическим шоком, а средняя цена бензина в США почти пробила уровень $4 за галлон. В-третьих, это удар по мировой экономике. МВФ называет происходящее крупнейшим нефтяным шоком в истории рынка, а в Европе цены на газ с начала войны выросли более чем на 70%, то есть Трамп реально может разблокировать пролив. Но вопрос в том, не заплатит ли он за это новым усилением войны, инфляции и еще более жесткой реакцией центральных банков по всему миру. И вот здесь самое важное для рынков. Если Трамп продавит частичное или полное открытие Ормуза в ближайшие недели, нефть может откатиться резко и быстро, потому что в текущей цене уже заложена огромная премия геополитики. Тогда акции получат сильный отскок, прежде всего в США, доллар немного упадет, а часть капитала уйдет из защитных активов обратно в риск. Но если ставка рынка не оправдается, если пролив останется по факту перекрытым и пойдут новые удары по энергетике региона, тогда нефть легко может уйти выше уровня $120-130, а варианты диапазона $150-180 уже перестанут казаться невозможными. То есть в ближайшие пару недель реально решат все. Либо Трамп ломает кризис и рынки успокаиваются, либо новый скачок нефти запускает следующую волну распродаж по всему миру. И вот что по поводу пролива говорит Марко Рубио. Сейчас они угрожают установить вечный контроль над Ормузским проливом, ввести систему пушлин и все в таком духе. Этого нельзя допустить, и у президента есть целый ряд вариантов, если он решит предотвратить подобное. Мы добьемся своих целей в течение считанных недель, а не месяцев. Именно поэтому, если посмотреть на нефть, мы видим, что сейчас в ее цене заложен сценарий, при котором Трампу реально удастся решить вопрос с проливом. Ведь если бы это было без шансов, то само собой нефть стоила не $107, а уже выше 120 так точно. Это касается и фондового рынка, а также биткоина, который сейчас, несмотря на такое сильное давление на рискованные активы, все еще пытается держаться выше локального дна. И при этом точно так же, как и фондовый рынок, криптовалюта реагирует на движение нефти, рост доходности по облигациям и последнее заявление Трампа. И это, кстати, ответ многим ребятам, которые следят только за движением биткоина, пытаются на нем торговать и не понимают, почему рынок идет против них. Да, всегда можно все спихнуть на манипуляторов, но лучше более широко анализировать рынок и смотреть на него целиком, как, например, это делают аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Прежде чем входить в любую сделку, мы оцениваем общее настроение на всех мировых рынках и смотрим, куда сейчас идет капитал. Это нам позволило на прошлой неделе заработать на росте монеты XLM. Также мы зафиксировали лонги по эфиру после резкого скачка цены и еще другие позиции по альтам. И это все только благодаря правильному анализу, который 90% новичков и даже более-менее опытных трейдеров просто не проводят. В подписке Pro вас будет ждать обучение, разбор торговых стратегий, сборка спотового портфеля индивидуально под вас, сопровождение и поддержка 24/7. Сейчас мы активно подготавливаем торговый план на апрель, и поэтому если вы желаете сделать месяц прибыльным и начать фиксировать плюс уже с первых дней, переходите по ссылке в описании, напишите нам, а я сейчас разберу события апреля, на которые также будут сделки в подписке Pro и проанализирую их потенциальное влияние на рынок.
Но кроме всей этой истории вокруг Ирана, в этом месяце влияние на рынок будут оказывать и многие другие важные события, особенно экономические отчеты. И поэтому давайте пробежимся по календарю и по важным датам, за которыми стоит следить. Первая по-настоящему опасная дата – это 3 апреля, отчет по занятости США. Вот здесь рынок может смотреть не просто на число новых рабочих мест, на заявки по безработице, на саму безработицу и зарплаты. Если рынок труда выходит слишком сильный, это часто бьет по биткоину, потому что сильная экономика равно меньше шансов на быстрое смягчение ставок ФРС. Если же отчет слабее ожиданий, тогда рынок может быстро развернуться, ведь усиливаются шансы на снижение ставки, ликвидность становится дешевле, и это уже позитивнее для биткоина. По прогнозам, безработица находится на уровне 4,4% и по идее останется без изменений. Это опять-таки новое давление на ФРС, и им явно придется пересмотреть свою политику. Дальше у нас 8 апреля, протоколы ФРС. Это не всегда событие, которое само по себе ломает рынок, но оно очень часто меняет сами ожидания. Если в протоколах ФОМС рынок увидит, что внутри ФРС больше настроен на жесткую политику, чем ему хотелось, то для всех рискованных активов это, конечно же, будет новое давление. Особенно, когда сейчас есть вероятность того, что ФРС может повысить ставки на следующих заседаниях в этом году. Хотя, как я говорил, я такого сценария пока не ожидаю. Потом идет 9 апреля с финальной оценкой ВВП за 4-й квартал. Прошлый отчет показал 0,7%, и, конечно же, сокращение экономики, особенно в последних условиях, только усложняет работу ФРС, потому что инфляция может расти, а вот экономика замедляется. И поэтому здесь нужно будет делать выбор. Либо стимулировать экономику, чтобы не укатиться в рецессию, либо все-таки делать упор на инфляцию. Хотя в прошлых роликах я уже разбирал, что инфляция сама по себе в условиях роста нефти – это не та инфляция, которая наблюдается в периоды максимально мягкой политики ФРС. Поэтому опять-таки здесь нет четкого варианта, что ФРС ни при каких условиях не пойдет на смягчение политики, но все будет зависеть от данных. Ну а самая важная дата первой половины месяца – это, конечно же, 10 апреля, когда выйдут данные по ИПЦ за март. Вот это уже прямой триггер для биткоина. Если инфляция выходит выше ожиданий, то рынок автоматом боится, что ФРС остается жесткой дольше и ставки остаются высокими. Если же инфляция мягче прогноза, то рынок начинает закладывать более мягкие ставки. Хотя сейчас рынок не сможет оценить реальное давление инфляции, потому что эти данные собирались еще до войны, и соответственно они не учитывают тот рост цен, который мы видели за последний месяц. Тем не менее, официальных прогнозов пока нет, но прошлые данные были на уровне 2,4%. В принципе, они могут остаться на уровне 2,4 или 2,5, а вот уже следующие данные, конечно же, могут расти до уровня 2,6, 2,7 и даже до 3%, потому что за это время нефть очень активно росла, что, конечно же, било по экономике. Ну а вишенкой на торте в этом экономическом календаре, конечно же, является встреча ФРС и пресс-конференция Пауэлла 29 апреля. И вот здесь я бы не строил слишком простые прогнозы, потому что для биткоина важна не сама ставка, ведь ее 100% оставят без изменений, а комментарий Пауэлла про саму инфляцию, рынок труда, конечно же, эту войну и будущую политику. Но здесь также нужно понимать, что это последнее заседание Пауэлла, которое он проведет в рамках своей каденции. Ведь уже в мае его полномочия заканчиваются и приходит новый глава ФРС, которым будет Кевин Уорш. И я думаю, чем ближе мы будем к завершению срока Пауэлла, тем больше будет комментариев со стороны Кевина Уорша по поводу политики ФРС. И рынок уже будет перенастраиваться на новую главу и на новую политику. И на эту тему я, конечно же, сделаю отдельное большое видео. Поэтому можете написать в комментариях, если вам эта тема интересна. Получается, если собрать все эти события, 3 апреля рынок труда, 29 апреля ФРС и выступление Пауэлла, и 9 апреля ВВП. И если что, все эти отчеты я буду выкладывать у себя в телеграм-канале. И перед их публикацией там будет прогноз. Поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь. А вот теперь давайте разберем, как же биткоин реагирует на все эти отчеты. Но в приоритет я возьму инфляцию и заседание ФРС, ведь это самое важное событие. Я специально поднял статистику за последний год и посмотрел не просто на отдельное движение рынка, а на конкретную реакцию биткоина после ключевых макрособытий США. Считал я это так. Брал закрытие биткоина в день выхода данных и сравнил его с закрытием предыдущего дня. То есть не первую минутную свечу, а именно дневную реакцию, которую уже можно использовать как ориентир. По инфляции у меня в выборке 11 событий с 10 апреля 2025 года по 11 марта 2026. Их не 12, потому что осенью прошлого года был сбой в графике публикаций, и релиз по сентябрю вышел только 24 октября, а октябрьские данные CPI вообще не публиковались, ведь там были проблемы с шатдауном. А по ФРС я взял 8 регулярных заседаний с решением и пресс-конференциями Пауэлла 7 мая 2025 года по 18 марта 2026. Если смотреть именно на инфляцию, то в принципе все очень понятно. После ИПЦ биткоин в среднем закрывал день движением примерно на 1,9% от прошлого закрытия. Это уже нормальный рабочий импульс, который можно использовать для торговли. Но что еще важнее, средний внутридневной диапазон в такие дни был около 3,6%. То есть по факту рынок в день инфляции чаще всего не просто слегка двигается, а реально дает хорошее движение. Самое сильное закрытие
закрытия в моей выборке были 13 января 2026 года, когда биткоин дал около плюс 4,5%, 13 февраля 2026 года примерно плюс 4% и 10 апреля 2025 года около минус 3,6%. А если смотреть не на закрытие, а на полный диапазон дня, то самые жирные дни по инфляции вообще были в районе 5-6%. Это 18 декабря 2025 года, 13 января 2026, 13 февраля 2026 и 10 апреля 2025 года. То есть мой вывод по CPI очень простой. Когда выходят данные по инфляции США, по биткоину разумно ждать движения примерно на 2% по итогу дня, а внутри дня спокойно может быть движение 3-5%. Теперь давайте поговорим про ФРС и Пауэлла. Здесь многие думают, что каждое заседание обязано переворачивать рынок, но сухая статистика показывает чуть более спокойную картину. Если считать по закрытию дня, средняя реакция биткоина после решения ФРС и речи Пауэлла за этот период получается около 1%. То есть по факту закрытие дня после ФРС в среднем слабее, чем после ИПЦ, но внутри дня рынок все равно движется широко. Средний дневной диапазон был около 2,9%. Самое сильное закрытие в выборке это 18 марта 2026 года. Тогда биткоин потерял примерно минус 3,6% за день. И это было после выступления Пауэлла. Второй по силе негативный день это 29 октября 2025 года, около минус 2,6%. А по диапазону дня самое сильное заседание мы также видим четко. 18 марта 2026 года мы видим примерно 5,6% диапазона, 29 октября 2025 года около 3,8%, 10 октября 2025 года около 3,1%. Поэтому если подытожить, то вывод здесь такой. ИПЦ чаще всего дает резкий и чистый импульс по закрытию дня, а ФРС вместе с Пауэллом чаще разгоняет волатильность внутри дня, но к вечеру рынок часть движения может уже переварить. То есть в день ФРС я бы закладывал в среднем около 1% движения по закрытию и примерно 2,5-3% движения внутри дня. А в сильное заседание рынок легко может уходить и за 4, и за 5%. И если это собрать в одно целое, то после американских макроданных движение биткоина активизируется. ИПЦ это в среднем около 2% по закрытию и 3-5% внутри дня. А если брать ФРС и Пауэлла, то в среднем около 1% по закрытию, но очень часто в некоторых ситуациях могут быть свечи, которые достигают 3% и более. И друзья, именно поэтому я всегда говорю, что нужно торговать на событиях, потому что они создают движение рынка, которое мы можем использовать. В принципе, если посмотреть на текущее движение биткоина, то за последнее время оно не особо изменилось. В прошлом ролике мы разбирали, что на выходных будет наблюдаться консолидация вот в этом диапазоне. В принципе, так и произошло. И вероятнее всего месяц мы закроем ниже уровня 70 тысяч. Да, скорее всего это будет третий красный месяц с начала года, а если посчитать с октября, то это уже получается шестой красный месяц. Понимаю, что минус небольшой, но сам факт того, что биткоину не удалось прервать эту красную линию, уже не совсем приятно. Но что же мы видим по этой технической картине? Если построить линию тренда от локального дна до текущей цены, мы получаем вот такую восходящую линию тренда. И таким же образом можно провести линию выше, которая выступает сопротивлением. И получается восходящая структура все еще остается. Да, если брать линию, которая выстраивалась вот здесь, то биткоин ее пробил и пошел ниже. Но если выстраивать новую линию с ключевых точек, которые тестировал биткоин, то мы получаем уже совершенно другую структуру. 30 марта цена протестировала эту линию и отскочила вверх. Сказать, что после этого мы резко пойдем на 75 тысяч, я пока не могу, потому что наблюдается проблема с притоком капитала. И сейчас его по факту нет, потому что рынок ожидает новости. И если нефть или, допустим, акции еще могут покупать, то вот с биткоином никто пока спешить не будет. Таким образом, апрель начнется на поддержке около уровня 65 тысяч, где ему 100% нужно получить ликвидность, чтобы хоть как-то зафиксировать движение вверх. И если эта линия останется в качестве поддержки, то это повысит шансы возвращения биткоина на уровень 70 тысяч. Если сюда наложить влияние новостей, то, конечно же, рост нефти выше уровня $110, 112 или даже 115, это станет большим ударом для биткоина. Он сразу выйдет из этого диапазона, и первая точка, которую он протестирует, это уровень 62 тысячи, который был протестирован в начале и в конце февраля. И тогда из восходящей структуры мы перейдем в горизонтальный диапазон. Конечно, сейчас рассматривают вариант тестирования уровня 60 тысяч и даже 55 и ниже, но мой прогноз на апрель не такой пессимистичный. Я ожидаю, что биткоин сохранит поддержку на уровне 62 тысячи. Да, конечно, может быть локальное тестирование уровня 61 и 60 тысяч, но основное движение будет происходить выше. И в принципе, если цена закроется выше уровня 65 тысяч, то, конечно же, месяц уже будет зеленым. Да, все будет зависеть от процентов, но так или иначе апрель может прервать эту красную полосу.
Конечно же, если это все разбавить теми проблемами, которые у нас есть, в виде войны в Иране, иноземной операции, которая, скорее всего, начнется именно в апреле, то это в любой момент может ударить по акциям, по росту нефти и по биткоину. Поэтому в данной ситуации мой сценарий будет зависеть от поступающей информации, которая сейчас очень быстро меняется. Самое главное, что нам нужно держать в голове, это, во-первых, наземная операция, во-вторых, Ормузский пролив, который частично может быть открыт, падение нефти и потенциально новая риторика ФРС. И, конечно же, все эти тейки я постепенно буду разбирать на протяжении месяца, а вся информация сперва будет выходить у меня в телеграм-канале. Поэтому, друзья, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на YouTube канал, ведь благодаря вашей поддержке я и моя команда сможем для вас выпускать больше контента в этом месяце. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр, вам желаю спокойного, прибыльного месяца, всем удачи, до скорых встреч!